Привет! Его мысли и чувства о вас перед сном и утром. Что он чувствует к вам утром и вечером. Всем привет! Мне так приятно, что вы зашли. И мы сейчас будем делать предсказания для вас. Это общий расклад на тему, что о вас ему нравится больше всего, что сводит его с ума, какая мысль о вас. Таким образом вы поймете, что он за человек больше. Естественно, когда нам что-то в людях нравится, это говорит о нас самих. И вы сможете определиться, какую ценность вы занимаете в его жизни, что ценит он в вас больше всего. Я использую сегодня тайны Старого замка. Это замечательная карта Ленорман. И в них есть две карты дома. Это утренний дом и вечерний дом. Дом днем и дом ночью. И эти две карты дома будут сегодня сигнификаторами. И они покажут нам, что он ценит в вас днем, когда в нем больше правит логический ум, и ночью, когда им больше управляет его интуитивный мозг, то есть его задний мозг, да, задний. Утренний мозг – это передний мозг, это мозг неокортекс называется. И задний – это лимбический мозг, управляет человеком ночью, вечером. То есть мы узнаем его подсознание. Ночной дом покажет его подсознание о вас. И дневной дом покажет его сознание о вас. Это такой интересный, таинственный расклад. Я сейчас ищу дом. Какая карта будет перед домом? Ну, вы вышли, я не смотрю сейчас эти карты, а именно карты дома. Какая перед домом и после дома будет сигнификатор. Вот вышел один дом уже. И еще будет один дом. Такие классные карты. Они очень правдиво предсказывают, смотрят прямо в корень и показывают, что можно сделать, чтобы быть счастливым. Конечно, вам обоим, да? Хорошо. Теперь я эти карты еще буду раз, конечно, оживлять. Откроем то, что вышло, сделаем предиагностику с вами, да? Смотрите, это дом ночной, ночью, что он думает о вас. А это дом утренний, днем, что он думает о вас. Сделаю немножко больше экран, чтобы вы могли все видеть. Очень красивые карты. И вот что у нас получается. Вечером, когда он засыпает, перед сном, даже если он спит рядом с вами, или он в командировке, или вы живете в разных городах, только познакомились, а может еще даже не познакомились, расклад актуален для всех буквально. Ночью он думает, что вы солнце в его жизни. Вот как интересно, да? Ночью вы заменяете ему солнце. Так поэтично. И очень романтично о вас думает карта корабль. Очень романтично думает. И вы ему ночью заменяете солнце. Вы светите ему ночью. Ему нужен свет. Этот расклад тоже показывает его как человека. Ему нужен свет, солнечный свет. Он страдает, когда темно. Он, наверное, не любит жить в темных таких местах. Бывают такие места, где дождь часто идет, например, Прибалтика или Западная Канада, где я живу, Британская Колумбия. У нас почти все время идет дождь. Или, может быть, по этому же берегу, как Орегон в Америке. Может быть, в Сибири есть такие места. В любом месте есть. Даже вот, в Крыму могут быть такие места, правда ведь? Там дождь идет целую зиму. Даже вот Приморье, это как Крым, например. Я когда-то была в Крыму, и зимой и летом. Зимой там очень пасмурно, все время дождь, а летом солнце. Так может, если вот длительный период какой-то дождь идет, в какой бы стране он не жил, в каком бы месте, неважно это, да, где-то в горах или в Приморье часто бывают дожди. И он, вы знаете, у него внутри очень темно. Ему нужен свет. Ему нужен солнечный свет. И он очень умный человек и, наверное, интуитивно умный, как каждый мужчина или каждая женщина.
Он выбрал себе женщину, которая является ему солнечным светом. Это вы. Вы ему заменяете солнечный свет. Ему с вами уютно. Ночью он думает о вас, как о солнышке. Может так даже вас и называть: светик мой или солнышко мое, да, может как-то так о вас говорить. Или вот тепло вы ему даете, ему нужно вечером тепло. Может, у него плохое кровообращение, такое тоже может быть. И он даже об этом, кстати, может не знать. А плохое кровообращение, как любое заболевание, может отражаться на эмоциональном уровне долгое время. То есть человек даже не подозревает, что у него что-то не так, он просто как бы любит, например, тепло, да, и не знает почему. Вот. Ну, это так просто, я как бы... Расклад не по здоровью, конечно. Должна сказать все, что приходит из потока. И карта «Корабль» говорит о том, что вечером он особенно романтически о вас думает. Рассуждает очень романтично о вас. В сердце у него любовь, романтика. Вечером, конечно, и ночью больше он ориентируется на сердце. Да, сердечные такие побуждения, эмоции, сердечные эмоции такие. Он хотел бы прикоснуться к вам, вот к вашему теплому телу, к вашей теплой душе, и хотел бы романтики. Хотел бы где-то вас так sweep off your feet, так схватить на руки и романтически с вами где-то улететь в жаркую страну по карте Солнца, где вы бы провели вместе романтический отпуск. Что касается утра, конечно, ум просыпается утром, вот такой больше логический ум, лобные такие части ума, логический ум. И он хотел бы с вами пообщаться, конечно, прежде всего, и немножко похитрить, немножко посмеяться. Здесь лисичка. Он такой очень острый на язык, хитренький утром, в хорошем расположении. Или если он в хорошем расположении духа, он утром хотел бы с вами немножко пошутить, похитрить, строить планы какие-то. И планы хитрые, интересные, такие приключенческие. Я вообще смотрю, что он любит приключения, потому что и корабль о приключениях, и леса о приключениях. И карта тучи. Вот если он в хорошем расположении духа, вот лиса говорит о том, что хотел бы пошутить, строить какие-то такие приключенческие планы. Но если он проснулся не с той ноги, что с ним, кстати, часто бывает, он или так просыпается, или с хорошей ноги, или с плохой ноги. И если он проснулся с плохой ноги, это карта тучи. И она говорит о том, что он тогда хмурится, он тогда придирается к вам, может, и чем-то недоволен. И знаете, эти расклады, они такие магические психологи. Они вообще очень здорово могут помочь вам понять другого человека. И здесь вы можете его понять, что это не от вас зависит, не в вас делать, да, здесь, а дело в нем. Я сделаю экран опять маленький, чтобы вы видели, как я буду дальше делать расклад. Дело в нем, вот если он не с той ноги встал, не принимайте это на свой счет. Если там он бурчит или говорит: какой-то день такой, я не знаю, что я буду делать сегодня, мне как-то не особенно весело сегодня, и что-то его не устраивает, и то, и другое, и десятое, это, скорее всего, вот его черта характера, его пути, по каким он сам идет, да. Так что часто мы принимаем все это на свой счет и неправильно делаем. Итак, ну что ж, давайте делать будем подробный расклад. Знаете, наверное, я вот так сделаю, чтобы карты можно было выкладывать внизу. Наверное, сегодня будет так, чтобы можно было карты выкладывать внизу. При диагностике вас и его, вот вы вышли. Он сразу вышел, смотрите. Он сразу вышел. Тогда возьмем еще одну карту. После. Интересно, оставим карту письмо. Вот что получается. Вы с ним вместе вышли. У вас просто притяжение очень-очень сильное. Очень сильное притяжение. Идет интенсивное желание переписываться с вами, общаться. Под вами карта письмо. Есть интенсивное желание с вами общаться у него. Очень мощное, интенсивное желание. Угу. Он, может быть, вам напишет скоро и изъявит свое желание встретиться. И карта плетки прямо возле него. Он себя
обвиняет. Если что-то случилось между вами, а я смотрю, что у некоторых пар произошла какая-то размолвка, он себя очень обвиняет в том, что случилось, и считает, что он был неправ, что он что-то ляпнул сгоряча. Здесь карта метла. Он переживает по этому поводу и хотел бы сейчас, вот даже подсознательно на этом уровне, открыть вам сердце и извиниться перед вами. Карта письмо. Хотел бы сказать вам, что он вас любит, и это было вообще даже не касалось вас, просто это было неправильное время и неправильное место, да? Wrong place and wrong time, когда вы об этом говорили. К сожалению, он ляпнул сгоряча. Он сейчас очень об этом жалеет. И это, может быть, была дневная ссора днем. Вышла с этой стороны. Вы же волнуетесь, переживаете и, конечно, обижаетесь на него. Луна выражает карту обиды. Обижаетесь и нервничаете. Вы не знаете, как дальше будет. Луна, когда ничего не видно, есть только какой-то один тонкий путь, каким идти. Вправо-влево расстрел. Вот вы так чувствуете себя, что вправо-влево, и вы можете сделать ошибку, потому что как по горячим углям с ним вы идете. Видите, как расклад сразу показал? Дорогие, это может быть ваша ситуация. Да. Если это не ваша ситуация, вот именно здесь, в дальнейшем, может быть другой совет. Мои расклады, они актуальны для всех. И по возрастам, и чтобы ни было в жизни, что показывают карты. Они поднимают из подсознания вот такое, когда оно когда-то было, даже в прошлых жизнях, и могут исцелить расклады. Так что не пропустите возможность воспользоваться этим раскладом для исцеления его души и своей души. У меня иногда спрашивают, а на него распространяется расклад? Чувствует ли он что-то, когда расклад, я смотрю на него? Вы знаете, он чувствует, что вы ему посылаете счастье, что вы любите его. Он чувствует, конечно, вас интуитивно, потому что даже уже физиками доказано, в квантовом мире частички квантума, даже если они разделены и очень далеко друг от друга, они друг на друга влияют. Так что любые ваши мысли о нем всегда влияют на него. Сейчас мы будем смотреть еще более подробно его мысли о вас перед сном. Ему вас не хватает. Карта крысы. Именно перед сном ему вас очень не хватает, если вы не с ним рядом. Он очень переживает и чувствует себя каким-то в холодной какой-то дыре, если вас нет рядом с ним. Он очень некомфортно себя чувствует, когда рядом вас нет. И он очень любит вас. Это карта сердца. Перед сном он всегда вас любит. И ночью, если он проснется ночью, или он работает очень поздно. Вот это тоже карта крысы показывает на то, что бывает, что перед сном как раз у него вот такой позыв работать. Да? Есть такие люди, и, кстати, очень часто люди творческой особенно работы, где нужно что-то такое сделать оригинальное, да, оригинальное. Не считать номера, а что-то оригинальное. У них вечером просыпается это оригинальное желание. И уже даже учеными подмечено, что вечером и ночью у нас активен этот именно символический мозг, а утром и днем это логический мозг. И когда у него вот такая нужда, да, какие-то дела заделать, креативные дела, потому что в каждой профессии есть дела креативные и некреативные. Понимаете, да? Так вот, когда речь идет о креативных делах, вечером они лучше получаются у него. И он вечерами бывает очень занят. Он даже, если вы живете вместе, ему как бы не до вас вечером. И вы можете из этого переживать и думать, а может быть он охладел, может быть он больше меня не хочет, может быть у него есть другая, все эти мысли. Эти мысли все неконструктивные, они неправильные, они ложные. Гоните эти мысли от себя. Это ваш вот такой monkey brain, да, такой ум, такой обезьяний ум, который идет по кругу, как заигранная пластинка. Вам диктует совершенно неправильные идеи, настаивает на неправильных идеях. Просто обратите внимание, что, видимо, вы устали, и вам следует отдохнуть, если вот такие мысли приходят. Потому что он просто занят бывает вечером, очень-очень занят.
И он вас любит в любом случае. Я трактовала карту крысы двумя способами. Здесь, естественно, потому что вариации даются во время расклада, дорогие, а не лотерея «Выбери номер». Вариации в процессе расклада. Хотя бывают такие моменты, когда я делаю даже и «Выбери номер». Но это совсем другие такие экспресс, быстрые расклады, там, где «Выбери номер». Очень быстро, но не рассуждать на полчаса, детально разбирать карты. «Выбери номер» это Вселенная вообще не любит. Anyways, вернемся к раскладу, будем продолжать. То, что я говорю всегда в потоке, вот такой поток шел. Объяснить кое-кому, потому что не все понимают, это новая техника. Я, кстати, эту технику одна из первых, кто начала ее. Смотрите, мои дорогие, ночью он всегда вас любит. Он бывает нервным ночью, вечером он бывает нервным. Это связано тоже с сексуальной какой-то составляющей, которая у всех людей у нас, она немножко искаженная, да, потому что мы, люди, как бы занимаемся сексом в голове, а когда занимаешься сексом, вообще голову нужно отключать. Вот этот логический мозг, он вообще включен на полную только 2 часа в день. И он совсем не для секса, он для работы, для каких-то идей, для саморазвития. А для секса нужен животный мозг. Это лимбический мозг, это первобытный мозг, понимаете? Тогда у вас секс будет такой классный, что вообще. Поэтому я рекомендую для секса голову отключать. А он ее не может отключить. Он не может ее отключить совсем. У него крысы нервность вечером и ночью. Нервная такая творческая энергия, она очень вредная. Творческие люди часто выпивают. Он может быть выпивать из-за этого, что он не может победить свои мозги. Голова зажимается, все больше и больше, и нет спасения от этого. Но если бы он смотрел этот расклад, я, конечно, порекомендовала ему бы медитацию, например, да? Медитацию или мои чистки, они тоже расслабляют. Это все есть в свободном доступе. Я тоже, кстати, медитации выпускаю. Ну и на интернете много медитаций, правда? О чем еще он думает касательно вас и жизни? Это карта крест. Действительно, правда, что ночью он очень напрягается. Он может действительно выпивать, или у него могут быть какие-то вредные привычки. Пиво или еще что-то покрепче. Курит, может быть, много, если он курит, потому что крест указывает на то, что вечером им владеют страхи. Вечером им овладевают страхи, не нужны ему страхи. Эти страхи могут идти в поколения. Это могут быть родовые страхи его предков. Такие страхи, например, я не состоялся в профессии, я ничтожество, я женщину не могу удовлетворить. Вот эти грязные страхи. Опять же, его monkey brain делает с ним такие трюки. Очень вредные для человека страхи. Знаете, вот такие ребяческие детские страхи, как у мужчины. Такие детские бывают амбиции. Например, мужчина должен денег много зарабатывать и должен быть сильным, мужественным. И вот эти страхи, что я не мужественный достаточно, я недостаточно денег зарабатываю, пойду-ка я немножко поработаю. И, ну да, если ночью будет работать, что он будет делать днем, интересно, да? То есть это очень вредное состояние. Интересно, что вышла карта его при диагностике, карта корабль. Хорошая карта, хорошая очень карта. И она объясняет немножко лучше карту крест, да? Мало романтики в его жизни, мало поездок, мало отдыха, очень мало расслабления. Ему можно предложить сауну, спорт, медитацию, прогулки с вами, разговоры с вами ни о чем. Вот мы говорим, русские обычно часто люди, славянского покроя люди, ой, ну да, такие пустые разговоры. Вы знаете, пустые разговоры, они могут расслабить мозги. Они очень полезные, и зря мы, славяне, не делаем пустых разговоров. Иногда я встречаю славянских людей, просто вижу их со стороны, их сразу видно, у них всегда такое озабоченное лицо. Даже вот в отдыхе где-то, в ресторане, в парке, озабоченное лицо или на моле. Почему? Расслабьтесь, получите удовольствие. Don't sweat over small things. Не потейте по маленьким делам. Но одно однозначно, что он вас любит ночью. Это карта рыбы. Она говорит, что ночью он вас обожает. И хочет близости. Рыбы – это чувство. Конечно, рыба тоже – это карта денег.
Вот смотрите, он хочет с вами чувств, и в то же время у него как бы on the back of his mind, где-то далеко в уме, он думает, а как мне этот проект сделать, а как мне этот проект сделать, заработать мне здесь или здесь. Вот он все время double task. Сегодня идет так много двойных языков, вы уже извините меня. А теперь мир такая общая деревня, да, ну вот английский, он же международный язык, это же не язык одной нации. Сейчас все им пользуются, он простой. Извините, если так, я всегда перевожу, но такой поток идет мне сегодня, такой интернациональный, почему-то с утра пошел поток. Понимаете, ночью он вас любит, я прорезюмирую, да, это все. Ночью он вас любит и хочет с вами близости, рыбы. Хочет с вами контакта, близости. Очень важно ему это, потому что ночью он часто бывает нервным. Ночью он часто как бы выполняет какие-то задачи своих предков, нерешенные задачи своих предков. У меня карта Крест часто показывает на родовые заморочки. И я вам скажу, что сейчас уже больше и больше все понимают, что мы все себя ведем так, как вели себя наши предки. И моя задача освободить немножко нас всех, чтобы мы жили, как мы хотим, а не так, как наши предки жили. Потому что все же так теперь меняется. 21 век, он так отличается от всех других веков. Из-за технологий, из-за того, что интернет и все нам показали, что законы эзотерики работают даже для тех, кто в них не верил, правда? Смотрите, я перешла на другую сторону и сейчас готовлю карты для того, чтобы посмотреть его мысли и чувства к вам в течение дня. Здесь утренний дом и утром. Его мысли и чувства к вам утром. А вот утром он говорит, эта женщина – ключ в моей жизни. Без нее я никто и ничто. Пустое место. Она является тем ключом, которым я открываю любые двери. Без нее я никто и ничто. Замечательная совершенно карта. И вы знаете, если бы вы ключом являлись только вечером, я бы сказала, вряд ли здесь построишь долгие счастливые отношения. Потому что то, что вечером ключевое, утром не будет ключевым. А мужчина, когда выбирает себе женщину для брака, для долгих отношений, он использует дневной мозг. Понимаете? Он никогда не выберет себе женщину для брака, потому как интуитивно он себя чувствует вечером, хочет ли он с ней спать, да, и так далее. Даже любит ли он ее, нет. Мужчина всегда логически посмотрит, окей, может ли эта женщина мне помочь продвинуться. К сожалению, такая жизнь. Ты мне, я тебе чуть-чуть, да, так всегда между женщиной и мужчиной. Потому что я всегда говорю, что брак – это бизнес. Всегда. И сегодня я послушала лекцию Лобковского и думаю, вот это да. Я уже давно говорю, что брак – это бизнес, и он сегодня тоже в своей лекции это сказал. Это было так интересно для меня. Я люблю Михаила Лобковского, и когда иногда его слушаю, и потом вспоминаю, что я в своих видео год назад уже об этих вещах говорила, или месяц назад, ну ничего себе. Мыслим в одном направлении, да, мы с ним. Да. Дорогие мои, это однозначно вы ключевая женщина в его жизни. Очень хорошо, когда днем он это знает. Он знает это умом, а не сердцем. Сердцем он вас любит просто, да, хочет с вами чувств. Но он умом знает, что вы ключевая женщина в его жизни. И это то, что его толкнет на правильный шаг относительно вас. Это карта башня. Конечно же, днем он думает о своей работе, безусловно. Как каждый нормальный человек, днем он думает о бизнесе. И в этом его никак нельзя упрекнуть, да? Потому что мы все в этой жизни, чтобы продвигать свои дела, чтобы реализоваться. И мы не можем реализоваться в друг друге. Многие девочки этого не понимают, что мы не можем реализоваться в друг друге. Мы должны реализоваться каждый для себя, и вместе нам должно быть в кайф. Вот в этом и есть суть самых здоровых отношений. Ни кармических, ни зависимых, а здоровых отношений. Он, конечно, днем думает о бизнесе, но, может быть, он хотел поговорить с вами о работе тоже, рассказать вам ключевые аспекты своей работы, потому что он вам доверяет. Иногда у него, когда идут эмоциональные всякие дела на работе, у него нет никого, с кем бы он мог поделиться.
Он очень осторожный человек, и он не хочет ни с сотрудниками, ни с друзьями делиться о рабочих моментах. И он правильно делает, потому что даже друзья могут потом что-то навредить. Кто знает, сегодня друг, а завтра враг. Хей, такая жизнь. Поэтому он правильно делает, он очень осторожный человек, очень осторожный. Не зря у него метла здесь есть. Он очень осторожный, да. Кстати, метла тоже показывает на магическое воздействие, которого он побаивается и правильно делает, потому что люди друг друга все магически как-то воздействуют. Если кто-то думает, что нет, он ошибается. Если кто-то думает, что нужно заказывать у какого-то мага очищения, он тоже ошибается. Вы все можете с этим справиться сами. Я веду вас в этих раскладах бесплатно к такому пониманию и к такой ability, то есть возможности самоисцелять свою психику, свой эзотерический фон, свой аурный фон. Он правильно делает, что он ищет в вас поддержки, что он не хочет ни с кем другим говорить о каких-то тонкостях на работе и каких-то волнениях на работе. Он в вас видит очень верного, надежного друга. Лучше ничего и не придумаешь для пары. Что еще днем? Это карта коса. Днем бывает так, что мысли о вас прерываются какими-то его делами. Да? Он хотел бы о вас думать больше, но какие-то срочные дела прерывают мысли о вас. То есть он думает о вас, сидит в офисе у себя или за чаем, за кофе во время брейк, то есть во время ланча сидит, обеда, да, по-русски. Он сидит и думает о вас. А это не то, что я говорю там ланч специально, но вырывается просто. И все эти слова теперь они общеизвестные. Прерываются мысли о вас какими-то текущими делами. Еще возьмем одну карту, и это карта встречи. Это очень... Я так хотела взять эту карту, и она вышла. И она вышла, конечно. Эта карта говорит, что он очень хотел бы днем с вами всегда быть. То есть вы можете работать вместе в будущем, иметь какой-то общий бизнес, когда вы днем и ночью вместе, и не нужно будет ему ходить на предприятие, на котором он напрягается, волнуется и не хочет ни с кем делиться, а ждет, когда он это вам все расскажет. Он хотел бы встретиться с вами днем, может быть, для ланча, да? Встретиться с вами. Было бы для него классно днем встретиться с вами, вырваться где-то на полчасика с работы и с вами встретиться. Если вы тоже работаете недалеко, где-то в городе, может быть, это можно организовать. Это ваша пара это организует. Я возьму такую же карту совета здесь. Естественно, я еще вернусь сюда. Карта рыбы, карта совета для ночного и вечернего общения с вами. Это замечательно. Она указывает, что ночью и вечером он вас абсолютно любит. 100%. Смотрите. Вот это замечательно. Это то, что я говорю. Любовь – это когда есть сексуальное влечение, и тоже есть желание дружить. Вот смотрите, карта совы как раз об этом. Карта совы как раз о том, что он считает вас незаменимым другом, с которым можно поговорить и от которого можно получить мудрый совет. Это карта совы. Карта совершенно замечательная. Их вот такая темная глубина, она открывает глубокие струны души человека и позволяет вам увидеть действительно, что происходит. Смотрите, сколько карт общения. Письмо, совы, рыбы. Рыбы – это любовное общение. Письмо – это деловое общение. Может, он готовит вам какое-то деловое письмо, например, соглашение о браке, помолвке. Хочет дать вам какие-то документы на дом, на машину. Какие-то серьезные документы для вас готовит. И днем он хотел бы с вами общения. Ну вот, включил сосед машину, как обычно. Извините, пожалуйста. Но это хорошо, что хоть в конце расклада, а не в начале. Он хотел бы с вами днем общения. Он хотел бы пойти с вами на свидание днем. Ну а днем какое свидание может быть? В кафе или же в ресторан такой, знаете, дневной ресторан, где люди ходят на ланч. Вот такое общение он с вами хотел бы, чтобы отвлечься хоть немножко от работы и соединиться с человеком, которому он абсолютно доверяет, соединиться с человеком, которого он действительно любит, и общение с вами считает очень ценным
Здесь карта ключ. Общение с вами он считает очень ценным. Вот такой, мои дорогие, расклад. Я очень жду ваших комментариев. И если вы услышали, кто-то пишет комментарий, рассказывает свою историю, отвечайте на такой комментарий, переговаривайтесь друг с другом. Потому что вы теперь, если подписаны, вы тоже являетесь участником этого канала. Дружить с ютубером — это подписаться на канал, то есть входить в его дом и там тоже знать, где чайник, да, знать, где washroom, то есть быть как дома. Я вас приглашаю быть у меня на канале как дома, конечно. Если у вас есть желание меня поблагодарить, можно поставить лайк. А если у вас есть функция донировать и есть какая-то возможность донировать очень мало, то, что вам комфортно и совершенно не в напряг, это можно сделать на моем сайте. Переход на мой сайт есть под каждым видео. Можно кликнуть на мой сайт kolenatarot.com, пойти на мой сайт и там сделать донат, посмотреть эксклюзивный просмотр чистки или какой-то ангельской терапии мне. Я сделала вам в подарок это. То есть, ну как тем, кто послал донат, то есть благодарность, да. Благодарность. Мне очень приятно, что я могу каждый день делать для вас расклады. Я работаю только в общем доступе, так что я не устаю на личных консультациях. Всю свою энергию я вкладываю в общие расклады. Поэтому они особенно правдивые, особенно глубокие, и я делаю их с особым наслаждением, потому что я люблю карты и делаю только общие расклады. Пишите, пожалуйста, ставьте лайки и жду вас на следующем видео. Всем добра и всем любви. Пока!